Здравствуйте, уважаемые мои коллеги, друзья! Мы находимся в одной из моих тепличек, и я хочу представить вам еще один сорт из моей коллекции, который прошел со мной уже огонь, воду и медные трубы, и который особо любим в нашей семье. Это столово-изюмный сорт кишмиш лучистый. Я его нежно называю лучик. Он выведен селекционерами Молдавского института. В его родителях находится кардинал на кишмиш розовый. Он мной выращивается только в неотапливаемой теплице, так как обладает довольно пограничным для наших мест сроком созревания, порядка 115-130 дней. Да и к тому же, я неоднократно говорил об этом, что у него совершенно молдавские корни, и с нашей нехваткой тепла и солнца ему просто не справиться, даже в самом южном пристенке. И в наших условиях Витебщины его созревание приходится на первую декаду сентября. Поэтому возникнут проблемы при выращивании его чисто в открытом грунте, и он абсолютно только отдаст вам урожай, достойный в этих теплицах. Сорт довольно сильнорослый. Он, как я заметил, давно образует много пасынков, отчего необходимо ему проводить своевременно зеленые операции, чтобы исключить загущение. Имеет довольно крупные грозди, массой порядка 500-800 и более грамм, средней плотности. Ну, как для кишмиша, ягоды у него довольно крупные, порядка 3-5 грамм, желто даже розового такого красного цвета, удлиненно-овальные по форме, мякоть плотная, с легким приятным мускатным ароматом. Из-за крупных размеров гроздей он склонен к перегрузке урожаем, отчего его необходимо нормировать как побегами, так и непосредственно гроздями. Желательно оставлять по одной грозди на побег и число побегов держать на уровне 25-30 штук. Сорт этот довольно неплохо плодоносит при короткой средней обрезке, то есть я его вполне могу обрезать, советую вам, на 4-6 голосков. С вызреванием побегов, конечно, есть отдельные проблемы, но они решаемы, если вы будете нормально регулировать нагрузку. Что бы еще порекомендовал бы я именно на бессемянных сортах, которые обладают такими вот крупными гроздями? Это то, что они очень отзываются на укорачивание примерно на 1/3, на 1/4 самих гроздей концов, для лучшего налива и, естественно, окрашивания и вызревания ягод, а также при этом улучшается и товарность самих гроздей. Плюс к этому гораздо меньше на вот эти концы гроздей будет меньше садиться аидиум, который бушует именно вот такой период, как конец августа, начало сентября, когда уже начинаются перепады температур. Кроме того, значит, что я ему уделяю, какое внимание? Он, естественно, получает, как и любой мой куст, трехфазное питание. Довольно часто, как я подчеркнул, я провожу на нем очень такие серьезные зеленые операции. Что касается устойчивости к болезням, то здесь, конечно, надо смотреть и учитывать его глаз да глаз. Но в теплице эта процедура немного упрощается. Он, как и все кустики, получает 2-3-разовую профилактику до цветения, после цветения и обязательно в период смыкания ягод. У него довольно низкая морозостойкость, но при нормальном укрытии на зиму этот недостаток сглаживается. То есть не забывайте все-таки для него делать такое надежное
укрытие на зиму. Хотелось бы еще отметить, что, как и любой бессемянный сорт, он очень отзывчив на обработку всевозможными регуляторами роста. Будь то гиберелиновая кислота, будь то производные этой кислоты, те же зависть, бутон. У меня он получает одну такую обработку, что заметно увеличивает размер ягоды, она еще больше стягивается и практически вообще не ощутимы никакие рудименты на этом сорте. Подводя итог по этому сорту, хочу отметить, что он является шедевром, даже я бы сказал королем кишмишей, и никого не должен оставить равнодушным. Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорили еще об одном сорте. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, и вы также для себя подчеркнули что-то из агротехники этого сорта. Садите его, не пожалеете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. С вами был Вадим Точилин.